Москва и Душанбе называют друг друга стратегическими партнерами, но за фасадом официальных переговоров скрываются более сложные и жесткие процессы. Россия стремится удержать контроль над Таджикистаном, используя экономические, военные и миграционные рычаги. Однако Душанбе пытается лавировать между Москвой, Пекином и Западом, сохраняя независимость. Переговоры, прошедшие 17 марта 2025 года в Кремле, стали важным политическим событием. Официально были подписаны 7 соглашений, но главный вопрос, какие неофициальные условия были озвучены за закрытыми дверями. Кремль укрепляет влияние, почему Россия не хочет терять Таджикистан. Таджикистан – ключевая страна для России. Это не просто союзник, а буфер между Афганистаном и регионом, который Кремль считает зоной своего влияния. Москва не может позволить Душанбе уйти под контроль Китая или Запада. В последние годы Китай активно вкладывает миллиарды долларов в таджикскую экономику, строя дороги, электростанции и инфраструктуру. Это раздражает Россию, которая видит в этом угрозу своему присутствию в регионе. Кроме того, Таджикистан – важный военный партнер. В стране находится крупнейшая российская военная база за пределами РФ, и Кремль не хочет терять этот плацдарм. На переговорах Рахмон получил от Москвы новые обещания экономической помощи, но в обмен на что? Подписанные соглашения, деньги в обмен на политическую лояльность. На встрече было подписано 7 стратегических соглашений, в том числе военное сотрудничество до 2030 года, контроль над армией Таджикистана. Создание индустриального парка, российские инвестиции в обмен на экономическое влияние. Совместные образовательные проекты, расширение российской культурной экспансии. Но эксперты уверены, Кремль не раздает деньги просто так. Эти проекты – рычаг давления, который позволит Москве контролировать Душанбе. Вопрос остается открытым, готов ли Таджикистан стать полностью зависимым от России, или Рахмон продолжит балансировать между Москвой и Пекином. Официальные переговоры в Кремле завершились подписанием 7 соглашений, которые якобы укрепляют стратегическое партнерство между Россией и Таджикистаном. Но эксперты уверены, за этими документами скрываются реальные рычаги влияния, которые Москва будет использовать для закрепления контроля над Душанбе. Что подписали и что за этим стоит? Военное сотрудничество до 2030 года. Москва будет поставлять вооружение, обучать таджикских военных и усиливать свое влияние на оборонную сферу страны. Создание индустриального парка. Российские инвесторы получают ключевые позиции в таджикской экономике, влияя на крупные промышленные проекты. Совместные образовательные проекты. Россия финансирует строительство новых учебных заведений, расширяя культурное влияние и закрепляя русский язык как важнейший для региона. Энергетическое сотрудничество. Российские компании получают больше контроля над энергетическим сектором Таджикистана. На первый взгляд, это взаимовыгодные соглашения. Но ключевой вопрос, что потребовала Россия взамен? Москва давит, Душанбе маневрирует. Таджикистан давно балансирует между крупными геополитическими игроками. В последние годы Китай стал ключевым экономическим партнером Душанбе, предоставляя миллиардные кредиты на развитие инфраструктуры. Для Москвы это проблема. Китай медленно, но уверенно увеличивает свое влияние в Центральной Азии, ослабляя позиции России. Кремль понимает, что если он не закрепит свое присутствие сейчас, через 10-15 лет Пекин полностью доминирует в регионе. Поэтому переговоры в Кремле – это не просто подписание документов, а попытка России закрепить контроль над Таджикистаном на долгие годы. Москва не хочет терять регион, но Душанбе пытается не попасть в полную зависимость. Таджикистан получил помощь, но в обмен на что? Экономическая ситуация в стране далека от стабильной.
Таджикистан зависит от денежных переводов мигрантов, а внутренний рынок нуждается в инвестициях. Россия, понимая это, предлагает экономическую помощь, но ставит условия. В частности, Кремль может требовать ограничения китайского влияния. Москва хочет, чтобы Душанбе не передавал ключевые проекты под контроль Пекина. Участие в российских политических инициативах. Кремль стремится сделать Таджикистан более зависимым от решений Москвы в международных вопросах. Полную поддержку в вопросах безопасности. Россия хочет, чтобы Таджикистан не сотрудничал с Западом в оборонных сферах. Кремль боится потерять регион, но не слишком ли поздно? Эксперты отмечают, что Москва запоздало включилась в борьбу за Центральную Азию. Пока Россия занималась своими внутренними проблемами, Китай наращивал влияние, инвестируя в строительство дорог, электростанций и предприятий. Поэтому сейчас Кремль пытается вернуть утраченные позиции. Однако удастся ли ему заставить Душанбе играть исключительно по российским правилам? Будет ли Таджикистан следовать российскому курсу? Экономические связи с Китаем никуда не денутся. Несмотря на соглашение с Россией, Душанбе продолжит работать с Пекином, поскольку китайские кредиты выгоднее и не связаны с политическими требованиями. Военное сотрудничество – формальность. Таджикистану нужна защита, но будет ли он выполнять все условия Кремля или останется нейтральным? Россия может усилить давление, если Таджикистан не будет играть по правилам. Кремль может начать давить через мигрантов, экономические проекты и инвестиции. Главный вопрос остается открытым: станет ли Таджикистан по-настоящему зависимым от России, или же это временный политический маневр? Тема двойного гражданства официально не обсуждалась на встрече Путина и Рахмона. Однако это один из самых чувствительных вопросов, который влияет на политическое будущее Таджикистана. Москва хочет упростить получение российских паспортов для граждан Центральной Азии, но Душанбе категорически не идет на этот шаг. Почему Таджикистан не хочет признавать двойное гражданство? Ответ прост: власти боятся, что это приведет к массовому оттоку населения и потере политического контроля над мигрантами. Что означает двойное гражданство для России и Таджикистана? Для России это шанс усилить свое влияние в Центральной Азии. Если миллионы таджиков получат российские паспорта, Москва официально сможет заявлять, что защищает своих граждан в этом регионе. Для Таджикистана это угроза национальной безопасности. Если граждане начнут массово оформлять российские паспорта, Душанбе теряет контроль над ними. Они перестанут платить налоги, попадут под юрисдикцию России и смогут игнорировать решения таджикских властей. Почему Душанбе против двойного гражданства? Эмиграция усилится. Многие таджики и так не возвращаются на родину, но если у них будет российский паспорт, они окончательно разорвут связи с Таджикистаном. Экономический ущерб. Сейчас мигранты отправляют миллиарды долларов в Таджикистан, но если они станут гражданами России, этот поток уменьшится. Политическая угроза. Россия сможет использовать своих новых граждан в Таджикистане как инструмент давления, например, требуя политических уступок. Именно поэтому власти Таджикистана неофициально запрещают своим гражданам оформлять российские паспорта, находясь в России. По данным источников, некоторым мигрантам даже угрожают лишением таджикского гражданства. Как Москва уже реализует свою стратегию? Хотя Таджикистан официально не признает двойное гражданство, Россия активно упрощает выдачу паспортов. В последние годы тысячи таджиков получили гражданство по ускоренной программе. Для Кремля это стратегический процесс. Россия действует по схеме. Создает условия для мигрантов в РФ, упрощенные патенты, рабочие квоты. Упрощает выдачу паспортов, натурализация по программе соотечественников.
ждет, пока большая часть активного населения Таджикистана станет гражданами России. Москва не будет требовать официального соглашения о двойном гражданстве. Кремль понимает, что можно добиться результата иначе. Будет ли Таджикистан сопротивляться? Таджикистан пытается ограничить эмиграцию, но у него почти нет инструментов. Люди все равно уезжают в Россию, получают паспорта и остаются там. Однако власти могут начать жестче контролировать своих граждан, например, ограничивать выдачу загранпаспортов для молодых специалистов, создавать барьеры для тех, кто получил российский паспорт, например, не давать им покупать недвижимость в Таджикистане, затруднять процесс получения документов для мигрантов, чтобы заставить их возвращаться. Но реально ли это поможет? Вряд ли. Россия уже взяла курс на массовую натурализацию выходцев из Центральной Азии, и остановить этот процесс Душанбе не сможет. Какие последствия ждут Таджикистан? Миграция продолжится, и Россия получит больше новых граждан. Через 10 лет значительная часть трудоспособного населения уже будет россиянами. Экономическая зависимость усилится. Чем больше таджиков получат российское гражданство, тем меньше денег будет поступать в экономику Таджикистана. Кремль получит новый рычаг влияния. В любой момент Москва сможет сказать: «Мы защищаем наших граждан в Таджикистане», и это станет инструментом давления. Главный вопрос, когда Душанбе поймет, что сопротивляться бесполезно. Или власти Таджикистана придумают новый способ остановить отток населения.